Друзья, всем большой привет. Давненько с вами не виделись. Сегодня хотел бы обсудить с вами еще один не так давно введенный в игру танк. Ну, для меня, потому что у меня был большой перерыв от танков. И поэтому потихоньку начинаем осваиваться, вникать в новые введенные ветки. Сегодня речь пойдет о UDES 15-16. Поэтому будем разбираться. Я думаю, получится интересно, поэтому присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Как я уже говорил, UDES 15-16 это машина 10 уровня Швеции, средний танк. Машина получилась довольно интересная, имеет ряд особенностей, которые в принципе в современном рандоме очень даже применимы. Имеет очень-очень хорошую такую маскировочку. Видим в стоке 18,24. Это очень даже неплохо для неподвижной машины без камуфляжа. Плюс имеет пневмоподвеску, что позволяет вам играть от рельефа, а это очень важно, учитывая, какие у нас карты сегодня. Давайте посмотрим и поговорим о достоинстве. Это ее орудие 12 сантиметров, название STR Can L40. Ну, то есть, я так понимаю, это аналог, если исторически, британской пушки L40. Но, тем не менее, видим бронепробитие у нас базовым подкалибром 254. Кумулятив пробивает 310, альфа 440. Для кумуля, конечно, маловато на 10 уровне, но 310, конечно, это не 280, тоже, в принципе, пойдет. Разброс 0.35, сведение 2,2 секунды. В принципе, по ДПМу и по точности пушка очень даже неплохая. Если машину собрать через хороший экипаж, через вентилятор, досылатель, я думаю, будет на порядок лучше. По броне мы с вами поговорим в Collision. Давайте сейчас поговорим о динамике. То есть видим, что у нас двигатель 610 лошадиных сил, удельная мощность 19,06 на тонну, максималочка 50, задний ход 24. В принципе, мобильность очень даже неплохая, то есть вы можете выехать, дать шот и закатиться 24 заднего хода, это очень даже жестко. Максималка в 50, в принципе неплохо, учитывая другие средние танки, я думаю, где-то вы будете выигрывать в большинстве своем. Давайте поговорим о том, как эту машину собирать. Я думаю, я бы ее собрал в таком ключе. Поговорим о прокачке перков. Обязательно это средний танк. Качаем боевое братство, радиоперехват, плавный поворот башни, плавный ход. Думаю, сюда имеет смысл поставить стабилизатор. Поэтому ставим стабу, вентилятор и досылатель. В таком ключе мы получаем с вами уже перезарядку 7,9 секунд, что в принципе неплохо, с альфа-страйком 440. Сведение 2.01 и разброс 0.32, что также является очень даже хорошим разбросом. 3300 у нас получается ДПМ. Если играть в full обвесе, прям, ну как бы играл я, допустим, я бы играл с допайком, поэтому в полном обвесе 3484 у нас получается ДПМ, 1.9 сведение и 0.31 разброс на 100 метров, что уже является очень хорошим показателем. По маскировочке с камуфляжем видим 21-24, что в принципе неплохо. Не рекорд, конечно, но иногда попрятаться за кустом можно будет. В остальном обзор получается у нас с таким методом прокачки 441 метр, поэтому никакая оптика здесь абсолютно не нужна. В принципе, с этим, друзья, разобрались. Давайте сейчас с вами поговорим о броне и поехали в Collision. Collision модель, друзья, этого танка выглядит таким образом. Видим, что у нас корпус имеет приведеночку ВЛД 113-115 мм, что очень-очень мало. Стык 82 мм, НЛД малюсенький, в него вряд ли кто-то закинет, там 93. Скорее всего, будут кидать в стык, всегда с пробитием, любые уровни абсолютно. Башня кое-что способна отбивать, там 260, 290 кое-где, 240. Иногда башня способна отбивать, есть хороший очень угол наклона. В остальном машина картон-картонный, надеяться на то, что вы будете постоянно отбивать что-то от брони, не стоит. Эта машина, скажем так, очень аккуратного игрока, когда вы знаете позицию, заехали, стали аккуратненько от рельефа, выкатились, дали шот, закатились. Ну, то есть в таком формате, как ПТ с башенкой, да, как машина, которая способна саппортить, это отличный вариант. Если танк прорыва, точно нет, здесь не на чем, так сказать, прорываться. Поэтому должны быть аккуратны, должны понимать, что брони нет. Повторим, башня способна отбивать кое-что, далеко не все калибры, но чего-то отлетать может, корпус нет. Корпус рыхлая, печальная. Картоночка, одним словом. Поэтому, в принципе, с броней, друзья, разобрались. Я думаю, пора посмотреть бой и поехали в бой. Бой, друзья, как видим, у нас происходит на карте Карелия. Попал сегодняшний герой в сетап с 8 уровнями, то есть десятки, девятки и восьмерки. По оборудованию видим, что у него боновая вентиляция, трофейный стабилизатор и трофейный досылатель. Также есть инструкция на досылатель. Много кумулей, подкалибры и также доп. Паёк. Бой будет на большое количество урона, поэтому, я думаю, должно быть довольно интересно. Машина, в принципе, очень даже годная на сегодня.
То есть я не понимаю, если честно, почему эти машины не пользуются особой популярностью, потому что, ну, в рандоме, особенно учитывая наши карты, это очень-очень годная машина. Учитывая ее пневмоподвеску, это очень сильный даже танк, потому что любой рельеф для вас не составляет никаких абсолютно проблем. И этим нужно пользоваться, тем более у машины низкий очень, как видим, силуэт, у нее неплохая довольно маскировка, поэтому играть от маскировки можно на этой машине. Видим, что светятся два тяжелых танка слева. ТНХ и Кранваген. Кран, кстати, друзья, в сентябре у нас должны немного поднерфить. Что об этом вы думаете, напишите в комментарии. Также светится еще АМ-103. Поджимается сразу нагло в центр. Видим, что в этом бою нет алтешек. Плюс ко всему засвечивает стерву и приезжает квадрат D4 на эту перекатку. 1100 получается засветить СТРВ. Пытается выцелить Кранваген. Вводит прицелом вверх-вниз. Не думайте, что у него есть читы какие-то. Нет, просто я делаю абсолютно так же очень часто. 1800 на света у него уже есть. Дал первый шот по Кранвагену. Стерву убили. 1800 у него ассиста есть уже. Много танков противника. В этом бою очень большое количество очков прочности, из которых можно выбивать урон. У него отличная позиция. Здесь он может спокойно играть от своей башни, от возможности высовывать машину. У этой машины осадный режим включается, как я понимаю, автоматически, то есть не через кнопку X, а сам при подъезде к склону. Это как у СТБ-1, исправьте, друзья, если я ошибаюсь. То есть я сам на ней не играл, но мне очень интересно, сейчас эта ветка у меня в прокачке. Поэтому я думаю, это очень интересная СТ, учитывая, я же говорю, опять же, какие у нас карты. И играть от рельефа в нашей игре, имея такую возможность играть от рельефа, вы много чего сможете делать. Тем более я знаю много мест, где эта машина смогла бы играть. Ну вот вам отличный тоже пример. Тут с минус 10 было бы не так комфортно играть, как на этой машине. Дает шот по ТНХ. Отличная альфа, хорошая скорость полета. 254 пробития у него на подкалибре. 440 альфа. Кумулятив пробивает 310. Пробитие на кумуле не рекордное. С такой финальной точностью, с такой пушкой иметь 310 ну, маловато, если честно. Было бы 340, было бы шикарно. Настреливает он по противникам урон. Видим, у него 2300 уже есть урон. Плюс 1800 ассиста. Буквально пару минут боя прошло. Будет он здесь разминать. Получает неприятный шот от Т-28. На 435 большая альфа по нему прошла. Видим, что союзники удерживают по нулевой линии. В принципе, очень даже неплохо. Кому это, друзья, давайте поговорим. Машина подойдет. Ну и, в принципе, мое видение о том, нужна ли она вам. Если у вас есть классические СТ-шки, типа там объект 430, да, ну не совсем классические, но тем не менее, есть СТ, там паттоны всякие, СТБшки, то, ну, если есть СТБ, вряд ли вам эта машина будет интересна. Но если СТБ нету и вы думаете, что качать, ну, можно попробовать, почему нет. Альфа хорошая за выстрел, есть броня никакая в башне. Поэтому, ну, в принципе, можно пробовать играть на этом танке. К рельефу способен, хорошая маскировка. Хороший обзор, подвижность неплохая. Ну, то есть, если хотите попробовать новый геймплей, попробуйте. Ну, конечно, я думаю, СТБ будет в потенциале на порядок сильнее, потому что там броня в башне есть, ну, реальная, как бы. Здесь оно все такое рыхленькое. СТБшка будет посерьезнее, посолиднее. Поэтому, если бы я выбирал между этим танком и СТБ, ну, я думаю, я выбрал бы СТБ. Хотя эта машина тоже неплохая. Но все-таки японец будет гораздо сильнее. Кстати, я заметил, что СТБ очень недооцененная машина. Отличный шот по Чариотиру с поджогом. Легко настреливает он урон. Как видим, очень неплохо удерживает позиционку. Он как вначале приехал на D4, так и стоит здесь. Есть засвет, есть урон. Ну, то есть отлично выбрал позицию. Никто его отсюда выпушить не сможет. Артиллерии в бою нет. Кто мог бы по нему забрасывать. Он светит полностью базу противников, светит все их позиции. Отлично игрок выбрал направление. Поэтому, друзья, вернемся к вопросу, кому эта машина нужна. Если вам надоели классические СТ, хотите что-то новое попробовать, это хороший вариант что-то попробовать, потому что, ну, машина реально предлагает довольно необычный геймплей в плане рельефов и так далее. Поэтому это годный вариант. Видим, что конечная точность у машины реально хорошая. Альфа также хорошая. И приезжать вы будете раньше остальных. Ну, то есть у нее все есть для хорошего классического СТ. То есть есть хорошая подвижность, есть хорошее орудие, есть уникальная возможность работать от рельефа. Поэтому
вариант может быть к рассмотрению, да. Но если выбирать между этой и СТБ, я бы все-таки остановился на СТБ, потому что она будет на порядок, как мне кажется, интереснее. Хотя, если вы новый игрок, я вам советую все-таки эту машину не качать, а прокачайте какой-то объект 430U или там 121 китаец, 121, или купите просто 121B, если у вас есть боны. Конечно, сомневаюсь, если вы новичок, что у вас есть боны, но тем не менее. 5400 урона у него уже есть, 3200 ассиста есть также. Очень хороший такой настрельный бой. Также видим, что его приглашают во взвод. 268 вариант 5. Я обзор на 268 вариант 5 не делал, потому что машина, как мне кажется, ничего в ней особенного нет. Просто корпус Т-10 с башней 268, ну, с такой же пушкой. Такое, если честно. Поэтому, друзья, давайте подобьем итог. Стоит ли эта машина к прокачке новому игроку? Я думаю, точно нет, потому что она ошибок вам прощать не будет. Но если вы уже игрок средней руки, там имеете Win 8 1100 и чуть меньше, там 800-900, в принципе, можно попробовать, почему нет. У статюха этой машины точно есть, поэтому к рассмотрению может быть. На нанесение урона она способна. Но назвать ее какой-то сверхсильной я не могу. Мне кажется, в прямой перестрелке лоб-лоб она многим танкам проигрывает. Но она и не создана для таких перестрелок. Здесь больше нужно выбирать позицию. Это танк про позицию. Если вам понравился бой, понравилось мое мнение, пишите, что вы думаете об этом, обо всем в комментариях. Правильно ли я рассуждаю по поводу этой машины. Также не забывайте подписаться на канал. У нас уже почти 1000 человек. И всем, друзья, за это большое-большое спасибо. Поэтому до новых встреч в эфире. Надеюсь, вам понравилось. И пока-пока.